Есть в Москве одно место, которое просто нельзя пропустить. Это музей космонавтики. И да, это не простой музей. Это прям машина времени в космическую эпоху. Он находится на ВДНХ, прямо внутри монумента покорителям космоса. И выглядит он, честно, как будто сейчас реально взлетит. Огромная ракета, устремленная в небо. Символ того самого человеческого. А давайте попробуем, вдруг получится. Высота 107 метров. Это вам не просто памятник, это заявление. Мы вообще-то в космос летали. Кстати, установлен он был 4 октября 1964 года в честь достижений советской космонавтики. Уже звучит мощно, да? Но самое интересное начинается еще до входа в музей. От метро ВДНХ к нему ведет аллея космонавтов. Такой своеобразный разогрев перед главным шоу. Аллея открыта в 1967 году, к десятилетию запуска первого спутника. Идешь по ней, и ощущение, будто проходишь кастинг в отряд космонавтов. По обе стороны бюсты и памятники легендам: Юрий Гагарин, Алексей Леонов, Валентина Терешкова, а также гении за кулисами космоса: Сергей Королев, Константин Циолковский, Мстислав Келдыш. Всего 14 человек, без которых космос был бы просто красивым небом над головой. И вот мы заходим внутрь, и тут начинается магия. Экспозиция разбита на несколько залов, и ты буквально проходишь путь человечества от «а что если?» до «мы уже там». В первом зале композиция, посвященная Юрию Гагарину. И тут сразу ловишь вайб. Все сейчас будет серьезно. Дальше самое начало космической эры. Первый спутник Земли 1957 года. И знаете, что самое неожиданное? Он выглядит, очень просто. Прям смотришь и думаешь. И вот это изменило историю человечества? Да, именно это. Иногда великие вещи начинаются с очень скромных форм. А вот и белка со стрелкой, те самые хвостатые первопроходцы. Они летали в космос в 60-м году, провели там более 25 часов и сделали 17 витков вокруг Земли. И самое главное, вернулись. Но настоящие герои без шуток. А рядом контейнер, в котором они летали. И тут уже становится немного не по себе. А вот это шлюзовая камера «Восход-2». Именно через такую Алексей Леонов впервые вышел в открытый космос. Представляете уровень адреналина? Далее скафандры. И тут ты понимаешь, космонавты – это не просто люди. Это люди с очень серьезной экипировкой. Например, скафандр «Орлан-Д». В него не залезают, в него буквально заходят, как в маленькую капсулу. Выглядит так, будто ты собираешься не просто в космос, а на финальный уровень какой-то игры.
А теперь один из самых мощных моментов – станция «Мир», полноразмерный макет. Можно заглянуть внутрь и попытаться представить, как люди живут там месяцами. И тут реально приходит осознание – космос – это не только романтика, это еще и очень жесткий быт. А вот стыковка «Союз-4» и «Союз-5» выглядит как космический конструктор, только на максималках. На стенах советские плакаты, посвященные теме космоса. Очень атмосферно, будто попал в другую эпоху. А вот здесь энергия Буран. Выглядит так, будто сейчас прямо скажет: ну что, поехали? А вот и легенда. Настоящий корабль «Союз». Не макет, не копия, реальный спускаемый аппарат, который был в космосе. И он крошечный. Смотришь внутрь и думаешь: и что, люди летали? Серьезно? Вот здесь? А здесь можно увидеть спускаемые аппараты «Восток» и «Союз-37». И снова это чувство. Маленькая капсула – огромный шаг для человечества. Рядом ракетный двигатель РД-107. И тут понимаешь, что это уже не просто музей, а кладовая человеческой инженерной мощи. Спускаемся ниже, и тут уже техника начинает давить масштабом. Мы видим настоящий луноход, аппарат станции Луна-16, станции Венера-1 и Луна-3, спутник ГЛОНАСС-М. Отдельный раздел «Быт космонавтов». И это, честно, один из самых залипательных моментов. Там все есть, и космическая еда, да-да, та самая, из тюбиков, и консервы, и бортовой холодильник, и специальный стол, и даже космические шахматы.
Потому что, даже в космосе кто-то может сказать: ну что, партия? Здесь мы видим фотографии и записи, личные вещи. Все это делает космос не таким уж далеким. Ты начинаешь видеть не просто технологии, а людей. А вот эта комната Константина Циолковского, того самого, кто вообще придумал, что в космос можно летать. Да, все началось с идеи. Отдельно воссоздан дом Сергея Королева, человека, без которого всей этой истории могло бы и не быть. Отдельная экспозиция посвящена международному сотрудничеству. И это важный момент. Космос – это не про конкуренцию, это про объединение. Внутри музея еще есть куча всего. И кинотеатр, и планетарий, интерактивные зоны, и даже кафетерий, и там реально вкусно. Ну и, конечно же, магазин сувениров. Уйти без магнитика будет сложно. Конечно, в одном видео невозможно показать все. Тут реально можно провести несколько часов и все равно не все увидеть. Так что, если вы еще не были здесь, очень советую. А если были, напишите в комментариях, что вам запомнилось больше всего. И обязательно расскажите, как вам это видео, что зашло, а что можно сделать лучше. Нам это очень важно. А уже на следующей неделе мы покажем вам космический центр имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде. Так что будет еще больше космоса. Спасибо, что смотрели. Увидимся в следующем видео.